Всем привет! И это 4-й выпуск исторического туризма от мира Сан-Андреаса, где я покажу вам места, которые имеют связь между игровым миром и миром реальным, а именно объекты исходного материала, которые послужили текстурами в игровом мире, или просто решения, которые были заимствованы в игру, даже если для этого не пришлось делать специальные снимки для текстур. Поднимаясь на север в восточном Лос-Сантосе, окружение стрип-клуба Pig Pen нам могло запомниться такой вот огромной надписью «Ansley Furnished» на голубой стене, а также надписью со словами «Одиночки и холостяки» и старым сложным граффити рисунком. Эта текстура встречается в различном использовании. Может быть отдельная граффити, отдельная надпись на голубой стене и отдельно промежуточная надпись. Причем они бывают разных масштабов и пропорций, вплоть до необычно огромных и растянутых. И все это можно увидеть по адресу 3218 бульвара Сансет в Лос-Анджелесе. Начиная с 2007 года не хватает левого верхнего угла стены, и непонятно, действительно ли стена когда-то была целая, или создатель текстуры просто дорисовал недостающий угол для целостности прямоугольного изображения в игре. Еще я обратил внимание на то, что ниже слова furnished было еще одно слово, которое сложно прочитать, потому что оно было закрашено фоновым цветом. Но если постараться, можно опознать слово apartments. Граффити-рисунок был немного редактирован в районе расположения лампы. Автор текстуры небрежно использовал инструмент автозамены, поэтому рисунок имеет несовпадение. Его можно увидеть только на первых панорамах 2007 года не в самом лучшем качестве, а дальше он будет закрашен бежевой краской в цвет здания. А уже с ноября 2020 года там появится новый рисунок. Расположение рисунка довольно высокое от уровня поверхности под ним, но такие рисунки здесь появляются благодаря рекламному билборду, на который забираются авторы таких рисунков, чтобы рисовать там стоя на нем. Если вы внимательно смотрели первые снимки с Google Панорам, то могли заметить, что на этом билборде было показано изображение, которое также использовалось в игре. Но увидеть его можно только в единственном месте, и это место — интерьер заправки Газо в Диллимуре, где такой билборд, словно постер, висит на стене в уменьшенном размере. На нем изменен номер телефона, чтобы избежать совпадения с оригиналом, а еще на игровой текстуре есть много текста, который мы уже не увидим на Google панорамах. Да и, наверное, нигде не увидим. Но я нашел фотографию в интернете, где на этом билборде сквозь белую краску частично виден весь этот текст. Билборд сменился примерно между 2009 и 2011 годом. Наверное, тогда, когда и прекратил свою работу Westside Motors по адресу 3224 бульвара Сансет в Лос-Анджелесе. Есть еще один небольшой секрет. Paint Spray в Red Sands East изначально задумывался как то самое заведение Westside Motors. И это можно увидеть, если посмотреть на него и окружающие здания издалека. Лод-текстура малого разрешения содержит стенд Westside Motors вместо или вместе с привычным нам Paint Spray. И ее можно увидеть в разных вариациях сжатия. И на всех текстурах вполне возможно опознать изображение этого билборда. Вернемся в игру на прежнее место, и рядом с этим настенным рисунком на здании сверху мы видим довольно большую надпись A&J Market, которую можно также найти сбоку этого здания. Этот магазин можно найти по адресу 6525 Холмс Авеню в Лос-Анджелесе. Но на той вывеске, которую мы видим в игре, уже не будет инициалов названия магазина. К 2008 году на месте инициалов будет нарисован краской и какой-то символ, а к 2012 магазин получит навес и частично новое оформление с новым названием. Но то, что это тот самый A&J Market, можно быть уверенным, так как помимо вывески была еще надпись на втором этаже магазина, которую немного видно сквозь окрашенное здание на снимках Google Панорам некоторых годов. Слева от вывески есть светящаяся выносная панель с красным словом Market.
которая также используется в игре, но вы можете это не заметить, так как создатель моделей магазинов на этом участке карты Восточного Лос-Сантоса не сильно старался с размещением данной вывески, поэтому она входит в стену здания и полностью ее можно увидеть, только попав во внутрянку игрового мира, чтобы посмотреть на все с другой стороны. Еще малую часть этой текстуры можно увидеть под крышей, если смотреть на стену между двумя главными баннерами этого маркета. На Google панорамах эту вывеску можно увидеть в последний раз в 2015 году, после чего одна из сторон вывески исчезнет на панорамах мая 2017 года, а в ноябре того же года текст на вывеске изменится и останется такой по наши дни. Касательно нестаранной работы с картой, есть еще одна небольшая вывеска из текстуры баннера A&J Market, которая также размещена неразумно, потому слова в ней читаются только наполовину. А с другой стороны можно увидеть вторую часть текста. Эта вывеска не имеет коллизии и, использовав реактивный ранец, можно умудриться увидеть ее продолжение сквозь стену, если посмотреть в угол своего экрана. Справа от всего того, что мы только что обсуждали, есть одноэтажное заведение, которое называется El Señor Taco. El Señor Taco. Оно также имеет свои странности. Строка повторяющегося текста начинается с середины, а если посмотреть выше, то можно заметить начало следующей текстуры на этом изображении, которая помимо главной вывески содержит фотографию автомата питьевой воды, которого в игре нет. А еще, замечали ли вы, что в это заведение и вовсе нет входа, только окна и стены? Такой проблемы не наблюдается в реальном таком магазине по адресу 1517 Восточного Флоренс-авеню в Лос-Анджелесе. Наверное, изначально все надписи были красными, но на первых панорамах мы видим некоторые слова черными, и это единственный год, когда можно увидеть такой старый дизайн магазина, так как уже в 2008 текст будет иметь совсем другие цвета и шрифты. В апреле 2018 можно застать заведение полностью окрашенное в персиковый, а все следующие панорамы покажут нам нынешний его дизайн. Если обойти это угловое здание на его противоположную сторону, там можно встретить цветочный магазин с нарисованным большим словом Flowers. В Айдлвуде есть такая же надпись над магазином, витрина которого чуть больше подходит к цветочному магазину, чем та, которая в Восточном Лос-Сантосе. И эти надписи над магазинами имеют отдельную текстуру для каждого из них, одна из которых показывает более полный реальный вид той самой стены с этой надписью по адресу 5730 бульвара Санта-Моники, где тогда был расположен магазин подарков и цветов Дианы. На стене очень часто меняются рисунки, потому мы не увидим тот, который был на текстуре, но не использовался в игре, за исключением надписи Renta de Sillas y Mesas. Renta de sillas y mesas. В начале 2017 года мы видим этот магазин уже не работающим и полностью окрашенным. А летом того же года его покрасят в другой цвет, чтобы осенью там открылся одежный магазин. И работать он будет по наши дни, а от цветочного магазина Дианы останется только название на верхушке рекламного стенда ровно под бывшей надписью Flowers. Спускаясь на юг, в сторону автомойки, в которой нам принудительно приходится помыть свой Гринвуд на протяжении миссии воссоединения семей, по правой стороне будет ряд частных домов, а слева, после двух таких домов, мы увидим ряд магазинов, за которыми будет большое старое здание с надписью Highland Swap Mall. В реальности этот Highland Swap Mall существовал по адресу 5615 Северной Фигероа-стрит в Лос-Анджелесе и просуществовал там до 2015 года, после чего там сменился владелец, который все закрыл на ремонт. И только в 2017 на лицевой стороне здания появятся готовые витрины будущих магазинов. А главная надпись торговой площадки на Google панорамах нам доступна в двух вариациях: до 2011 года и после. Но это никак не совпадает с тем, что мы видим в игре, и это потому, что надпись из игры находилась не здесь, а на противоположной стороне здания.
сожалению, ее мы тоже не сможем увидеть на Google панорамах, но я знаю вероятное место, где она была расположена. С этим мне помогла единственная фотография из интернета с граффити-рисунком, которая вмещает в себя последнее слово надписи, которое имеет абсолютное сходство с надписью на текстуре. Даже расположение анкерных болтов для стяжки здания идентичное, что дает понять, что это та самая стена, и сравнив этот угол с современными изображениями из панорам, можно уловить сходство, несмотря на то, что здание было полностью очищено от старой бежевой краски, так же как и от граффити рисунков, которые регулярно обновлялись как в узкой подворотне, так и на заднем дворике, который на данный момент огражден. И все равно расположение двери, а также выступающих кирпичей на следующей стене хорошо показывают, что мы не ошиблись. Есть огромная вероятность, что где-то здесь были сделаны текстуры стен и окон игровой торговой площадки, которые еще много где встретятся в Сан-Андреасе. Но того, что мы имеем в интернете, недостаточно, чтобы убедиться в этом с поправкой на годы прошедшего времени и на то, что текстуры были монтированы для бесшовного использования. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк, а чтобы узнать больше, подписывайтесь на мой канал и следите за появлением новых выпусков исторического туризма от мира Сан-Андреаса. Всем пока и до следующих встреч!